Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. А в этом видео я хотел бы поговорить с вами про несколько любопытных сервисов от Google, а именно сервисы Google Фото, Google Карты, Google Street View, ну и попутно про круговые или трехмерные панорамы Google. Что ж, тем достаточно много, тихой сапой поехали. Так вот, решил я с вами поговорить именно на тему сервисов Google, потому что данные сервисы все-таки, наверное, являются передовыми, хотя у них, конечно же, существуют сервисы-конкуренты. В частности, в России наверняка вы знаете сервисы от Яндекса, которые, в общем-то, во многом копируют сервисы от Google. Но если проанализировать хотя бы, например, на уровне главных продуктов этих компаний, допустим, поисковых систем от Яндекса и от Google, можно заметить тот громадный технологический разрыв, который существует между этими компаниями. Я не хочу сказать ничего плохого о компании Яндекс, но извините, все-таки мы пока еще не доросли до уровня Гугла. В Гугле, например, поисковая система сама производит индексацию всех новых сайтов в интернете, которые она обнаруживает, обрабатывает поистине гигантский объем информации. В Яндексе же, насколько вы, возможно, знаете, до сих пор, чтобы новый сайт какой-то поисковой системы, чтобы она его прокэшировала, для этого автору сайта необходимо подать заявку в Яндекс с указанием адреса сайта, и только потом информация об этом сайте в поисковой системе попадает. Примерно похожая картина существует и в других сервисах этих компаний. Понятно, что Яндекс.Карты, они в первую очередь ориентированы, конечно же, на территорию России. Да, там есть информация о других странах, но уровень ее детализации, конечно же, существенно, сразу же катастрофически начинает проигрывать объем информации у Гугла. Кроме того, у Гугла, конечно же, замечательный сервис Google Фото. Кроме того же, у Гугла есть неоспоримое преимущество. Это операционная система, самая популярная на данный момент в мире операционная система Android, которая давным-давно заткнула iOS, Windows по числу установок. В частности, например, на своем канале, когда я анализирую статистику, я вижу, что на просмотры моего YouTube канала через операционную систему Windows приходится не более 30-40%, в то время как все остальные пользователи пользуются именно Android. Ну и, конечно же, просмотры с операционной системой iOS, они действительно находятся на достаточно небольшом уровне. Таким образом, я могу видеть реальную картину, то есть насколько действительно большое количество пользователей пользуются теми или иными операционными системами для решения своих бытовых задач, для просмотра контента, для поиска информации и так далее. Так вот, возвращаясь к сервису Google Фото, естественно, на руку компании Google то, что этот сервис уже интегрирован в ваш телефон. То есть вот вы купили новый телефон, например, вы сделали несколько фотографий. То есть никаких даже дополнительных разрешений особо не нужно давать, если у вас устройство на Android. Вы можете, сделав несколько фотографий и подождав некоторое время, пока эти фотографии синхронизируются с вашей учетной записью Google, вы можете зайти, например, через компьютер или через само устройство в Google Фото, и там вы обнаружите все свои фотографии в упорядоченном и наглядном виде. Так вот, вы заходите на сервис photo.google.com и вы видите там все фотографии посредством автоматической синхронизации. Эти фотографии как раз таки попадают в вашу учетную запись и хранятся там. Более того, имеется возможность в настройках Google Фото сделать автоматическую синхронизацию ваших фотографий с сервисом Google Drive. То есть все фотографии, которые вы делаете на мобильных устройствах, могут автоматически еще и попадать на Google Диск. Это тоже достаточно удобная, любопытная особенность. Еще одна вещь, которая показывает очень высокую степень развитости сервисов Google, является тот факт, что, например, наработав какую-то коллекцию фотографий и синхронизировав их с сервисами Google, в сервисе Google Фото вы можете произвести поиск, например, по ключевому слову «люди», и сервис вам отфильтрует из всей вашей огромной библиотеки только фотографии, на которых действительно изображены люди. Более того, там есть еще и возможность распознавания лиц, и в некоторых случаях достаточно неплохо распознаются лица, и фотографии одного и того же человека могут быть отсортированы по различным папкам автоматически. Также там существует и много других еще скрытых возможностей. Обо всех них достаточно долго рассказывать, тем более в рамках такого объемного видео. А я перехожу к следующему пункту, это Google Карты, и хочу рассказать конкретно о интеграции сервисов Google Фото и Google Карты.
Я, скорее всего, предполагаю, что многие из вас пользуются не Google картами, а Яндекс картами. И, наверное, находясь в России, действительно это осмысленно, потому что количество объектов на Яндекс картах пока что все-таки еще превышает количество объектов на Google картах, и вероятность найти объект правильно, или там, например, фотографии какого-то объекта или прочие какие-то сведения про объекты, наверное, все-таки выше на Яндекс картах. Но если проанализировать удобство работы с этими сервисами и перспективы, так вот, я считаю, что все равно перспектив больше у сервисов Google карты, потому что в том числе сервисы Google карты синхронизированы с сервисом Google фотографии, и очень легко фотографии перекидывать и прикреплять к каким-то местам на Google картах. Особенно если на своем устройстве, совершая фотографии, вы разрешили такую функцию, как запоминание геотегов, то есть геопозиции, где конкретно какая фотография была снята. Впоследствии, зайдя в любую фотографию на сервисе Google Фото, вы можете щелкнуть расширенные сведения и увидеть маленькую карту, соответственно, и привязку, где конкретно данная фотография была сделана. После чего вы, щелкнув на эту карту, автоматически переходите на сервис Google карты, можете щелкнуть на этот конкретный объект, нажать фотографию, прикрепить фотографию, и вуаля, ваша фотография будет доступна всем пользователям Google карты, и они будут видеть то, что видели вы, находясь в этом месте. Причем, почему еще дополнительно я бы рекомендовал действительно потратить время на размещение ваших фотографий на картах. Конечно же, это поможет другим людям в поиске мест, в изучении мест, а это уже само по себе немало. Но кроме того, Google еще ввела систему поощрений для активных пользователей, которые активно добавляют на карты новые места, уточняют информацию о различных местах, добавляют веб-сайты организаций, график их работы и прочую информацию. Соответственно, делая все эти действия, Google постепенно начисляет вам баллы. И, соответственно, чем больше баллов вы набираете, тем на более высоком уровне пользователь и местный эксперт карт вы попадаете. Соответственно, если вы добиваетесь достаточно высоких уровней в системе рейтинга Google карты, в перспективе вас ждут определенные поощрения от Google. Google иногда производит различные семинары для местных экспертов. Да и я считаю, просто даже помогать развитию компании Google — это дело благое, потому что компания также очень много делает для нас с вами. Еще одним интересным сервисом Google карт, конечно же, является так называемый Street View или просмотр улиц, если называть по-русски. Если вы еще не воспользовались этой функцией, то обязательно воспользуйтесь, вам наверняка очень понравится. Вы можете при помощи данного режима совершить виртуальное путешествие по интересующему вас городу, по крайней мере, если этот город достаточно крупный. Например, вы можете сказать: я бы хотел осмотреть окрестности города Севастополь. И вы можете выбрать на картах Севастополь, переключить карты в режим Street View, то есть просмотра улиц, и по карте перемещаться, то есть ходить, осматриваться, крутить ваш взгляд в разные стороны. Это настолько здорово, то есть вы как будто бы действительно находитесь там на месте. Из этого даже выросло целое направление, целый вид спорта, так скажем, ориентирование на местности посредством Google карт. Смысл этого такой, то есть вас случайным образом заносит в какое-то место мира, вы можете свободно перемещаться там. Обычно вы оказываетесь на какой-нибудь дороге, в каком-нибудь заброшенном уголке, и вам нужно угадать, в какой части мира вы находитесь. То есть вам нужно на карте ткнуть, что вы, например, думаете, что вы, допустим, находитесь в Аргентине, где-то вот здесь, да, а на самом деле вы были в Мексике, да, и программа говорит, что вот вы ткнули сюда, а на самом деле вы были там в 3000 километрах от этого места. Или, например, вообще вы ткнули в Россию, а вы находились там, например, в Южной Америке, допустим. Это очень любопытно. На самом деле умение ориентироваться вот таким образом по местности, я думаю, наверное, это достаточно полезный навык, поэтому зайдите и поиграйте в эту игру. Ну и последний момент, о котором бы я хотел упомянуть, это возможность находиться где-то между просмотром улиц и обычной фотографией, которую вы можете прикрепить к Google картам. Этот режим — это снятие трехмерных панорам. К сожалению, не каждый телефон умеет снимать трехмерные панорамы. Например, на телефоне Xiaomi Redmi 5A на нем нету гироскопа встроенного, и поэтому при запуске приложения Google Фото у нас здесь нету режима снятия трехмерных панорам. Однако в чуть более дорогом телефоне, примерно за 8000, Xiaomi Redmi 5 Plus, такой режим уже появляется. Я открываю то же самое приложение Google Фото, и здесь уже есть режим фотосфер. Также есть режим просто панорама. Работает это следующим образом. То есть вы включаете фотосфер,
Телефон знает, в каком направлении направлен он сейчас. И он говорит, что давайте начнем снимать нашу панораму вот с этой вот точки. Вот смотрите, я начинаю сейчас двигать телефон, и эта точка перемещается. Моя задача сопоставить вот эту точку с центральной вот этой вот окружностью. Вот когда я их сопоставляю, производится фотографирование. Вот. И так этих точек вокруг тебя находится достаточно много, то есть нужно смотреть будет и наверх, причем обязательно крутить его нужно не вот так крутиться, а крутить именно на одном месте телефона, вот так вот совсем. А он будет делать фотографии того места, где вы находитесь, под разными ракурсами, и потом сошьет всю эту фотографию в трехмерную панораму, которую вы можете потом опубликовать на Google картах. Ну вот, например, сегодня я сделал вот такую панораму. Вот можно здесь вращаться, перемещаться. Ну, в принципе, нормальный режим Google карт трехмерной панорамы. Вот это моя сегодняшняя панорама, которую я уже опубликовал на Google картах. Все это работает здорово, замечательно. Я рекомендую обязательно вам обзавестись телефоном с гироскопом и с возможностью снимать такие панорамы. Это очень классно. И в конечном счете это пригодится не только вам, но еще и другим людям, а это, конечно же, супер. Ну что ж, для небольшого обзорного видео этих технологий, я думаю, пока достаточно. Конечно же, на эту тему можно разговаривать больше. Наверное, впоследствии я буду снимать и другие видео на эту тему. А пока я вас хочу поблагодарить за просмотр моего видео. Конечно же, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на звоночек в настройках канала, чтобы первыми получать уведомления о новых видео. И больше путешествовать. Как физически, так и виртуально при помощи Google карт и режима Google Street View, то есть просмотр улиц. Все, друзья, всем счастливо, пока!